Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Это канал о русском языке. Русский язык флективный. Что это значит? Это значит, что в русском языке есть флексии. Флексии – окончания, суффиксы, префиксы. И у каждой флексии есть свои значения, свои функции. Поэтому слова изменяются по родам, числам, падежам. Это видео посвящено префиксу обез или обез. Надеюсь, что вы уже слышали такие слова, как обезопасить, обезжирить, обезвредить и прочее. Что же такое префикс обез? Давайте вместе это узнаем. Обез – это лишить чего-либо, освободить от чего-либо. Обезвредить – лишить вреда. Обесценить – лишить ценности. Обессилить – лишить силы. Примеры. Эмоции сейчас часто обесценивают. Она очень сильно устала, но не зря, ведь она обессилила соперника. И второе значение – лишиться чего-либо, освободиться от чего-либо. Обессилить – лишиться сил самому. Обезводить – лишиться воды. Обеззубить – остаться без зубов. Примеры. Отец сильно постарел, почти совсем обеззубил. От холода и недоедания они вскоре обессилели и заболели. Интересное уточнение. Переходные глаголы в неопределенной форме оканчиваются на «ить». В неопределенной, то есть в инфинитиве. А непереходные оканчиваются на «еть». Обессилить, обессилеть. Обессилеть самому, обессилить соперника. Или обезуметь, обезумить. Ты обезумел. Где ты видишь горы? Ее танцы меня обезумели. Я не чувствую ног. Обезрыбеть, обезрыбить. Браконьеры за ночь обезрыбили пруд. Река в деревне обезрыбила. Конечно, слова с префиксом обез не так частотны в русском языке, но они все же есть. И часто их говорят люди определенных специальностей или просто вы часто встретите их в книгах. Это были основные значения префикса обез. Другие префиксы вы можете посмотреть вот в этом плейлисте. А сегодня все. Подписывайтесь на канал, давайте общаться в социальных сетях и пока-пока, до скорой встречи!